Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш курс по истории Древней Церкви и сегодня продолжаем говорить об иконоборческой ереси. На прошлой лекции мы вплотную подошли к событию эпохальному для VIII века. Это Седьмой Вселенский собор. И сегодня мы поговорим о нем, об итогах этого собора и о том, как окончательно в церкви восторжествовало иконопочитание. Важный вклад в развитие богословия иконы в VIII веке внесли Герман, Константинопольский патриарх, и преподобный Иоанн Дамаскин, один из виднейших отцов своей эпохи, который жил не в границах империи, а в арабском халифате. И такая отстраненность географическая от эпицентра событий никак не помешало Иоанну Дамаскину сформировать очень правильное, верное богословие иконы, которое церковь восприняла, приумножила, и благодаря которому удалось сохранить традиции и практики иконопочитания в церкви. Седьмой Вселенский собор состоялся тогда, когда, наверное, никто и не ожидал, что церковь сможет сохранить иконопочитание. Все потому, что император Константин V, который развернул беспрецедентные гонения против икон, мощей, иконопочитателей, монашествующих монастырей, что это может когда-либо завершиться победой иконопочитания. Слишком уж глубоко иконоборческие идеи проникли в церковную среду. В иконоборческом соборе 754 года в Константинополе принимало участие множество отцов, и те богословские решения, которые были ими приняты, они были всеобъемлющими. Возражающих практически не было. Может быть, кто-то боялся императора-иконоборца, может быть, кто-то боялся преследования, лишиться кафедры. Но так или иначе, иконоборцы довели дело до конца, их собор состоялся, они его назвали Вселенским, но их идеи все-таки не закрепились в церкви до конца. Партия иконоборческая, которая складывалась со временем благодаря таким жестким гонениям императора Константина V, эта партия была очень обширной и сильной. Когда император Константин V внезапно умер, а его место занял его сын Лев IV Хазар, все восприняли это как само собой разумеющееся. И несмотря на то, что Лев IV активных гонений не продолжал, не инициировал, тем не менее постепенно иконоборцы объединились в отдельную такую политическую силу, которая, по сути, именовалась партией иконоборцев. Эти иконоборцы включали в себя и епископат, и священнослужителей, священников, диаконов. Монашествующих среди них практически не было, потому что монашествующие стали символом защиты иконопочитания. Они приняли на себя главный, очень тяжелый удар, и многие из них пострадали. Кто-то до смерти, кто-то смог выжить вот в этих пытках и муках. Но так или иначе, монашествующих среди них не было. Иконопочитателей поддерживала сильная партия со стороны военных. Военные вообще видели в императорах-иконоборцах такое воскрешение славных традиций боевых императоров, которые приносили славу византийскому оружию, которые завоевывали территории. Впоследствии императоры-иконопочитатели часто были таким явлением слабым, слабохарактерным, слабовольным. Но так или иначе, именно при императорах-иконопочитателей и было восстановлено иконопочитание. Лев IV Хазар не предпринимал активных действий по борьбе с иконопочитанием, но при этом он поддерживал придворную политическую партию иконоборцев и тем самым укреплял их позиции в государстве. Он тоже внезапно умер, как умирают многие императоры-еретики, многие императоры недостойные, которые борются с церковными традициями.
И его место на престоле занял совсем малолетний император Константин VI. Регентом при нем стала женщина, его мать, императрица Ирина, которая вот эти регентские функции не доверяла совершенно никому, а сама собственноручно взялась за это тяжелое бремя управления империей. Она была иконопочитательницей, причем скрытной. Она от своего мужа скрывала, что во дворце у нее была отдельная комната, где находились иконы, перед которыми она совершала молитвы, служения, зажигала свечи в том числе. По мнению некоторых исследователей, ее муж, Лев IV, догадывался об ее предпочтениях в области религиозной жизни, но не предпринимал никаких мер против нее. Когда он внезапно умер, императрица Ирина провозгласила себя как раз соправительницей Константина VI, и вот так женщина, малолетний ребенок начали путь по восстановлению иконопочитания. Этот путь был очень тяжелым, очень непростым, потому что партия иконоборцев была сильной, но Ирина нашла себе хорошего очень соратника. Им оказался чиновник по имени Тарасий, которому она предложила зайти на патриаршую кафедру. И это было совершенно неожиданно. Почему? Потому что патриархом в то время обычно становился человек из монашеской среды. И монашествующие, достойные люди, которые проявили и показали свою верность иконопочитанию, в то время должны были восприниматься как основа, как фундамент для новой церкви, иконопочитательской церкви. И на них можно было бы опираться. Но Ирина не увидела среди тех, кто был рядом с ней, человека достойного, который помог бы ей довести дело восстановления иконопочитания до конца. Она доверилась Тарасию. Тарасий после уговоров в итоге согласился, во-первых, занять патриаршую кафедру и был возведен в патриархи за несколько дней. И согласился на очень тяжелое дело, очень тяжелое начинание, такое как Вселенский собор. Ирина понимала, что никакие политические решения, мнения не смогут вернуть иконопочитанию должный правильный статус в церкви. Это в свое время даже Константин V понимал, поэтому кроме гонений против иконопочитателей он еще и созывал, как он полагал, Вселенский собор. Так вот, Ирина решилась на такое тяжелое дело не сразу, ей нужно было некое время. Более того, ее первая попытка созыва Вселенского собора не увенчалась успехом. В 786 году в Константинополе созванный ею форум не довел дело до конца, он успел только открыться. Иконоборцы и среди епископата, и прежде всего среди военных не позволили ей довести собор до конца. Угрозами, шантажом они вынудили прекратить заседание и разойтись участников. Это было тяжелым ударом для Ирины, но она не отступила от изначально поставленной перед собой целью. Она придумала, каким образом можно воспрепятствовать этой иконоборческой партии. И поэтому она изначально отправила военный гарнизон столицы в дальний поход. Заседание собора решила перенести в другой город. Патриарх Тарасий подготовил все необходимые материалы для того, чтобы собор прошел быстро. И он в итоге состоялся в следующем году, в 787 в городе Никея. Никея – город славный тем, что в нем когда-то проходил Первый Вселенский собор. Он был недалеко от Константинополя, это было удобно. И в 787 году императрица Ирина в сопровождении своего сына Константина VI и по председательством патриарха Константинопольского Тарасия она проводит Седьмой Вселенский собор, который завершается успехом, триумфом. Никто уже им не мешает. И отцы собора принимают важные богословские постановления. Самое главное из них гласит о том, что мы, глядя на образ, сердцем восходим к первообразу.
И поэтому образы и иконы достойны почитания, достойны того, чтобы они находились в церкви и чтобы перед ними молились верующие. Собор оставил после себя довольно интересные деяния, акты. Вы с ними сможете познакомиться. Они издавались и в церковнославянском, и в русском переводе. Они очень интересные и показывают, как в традиции церкви в принципе закреплялось правильное, нужное отношение к святым иконам. Отцы собора, между прочим, разобрали и Иерийский собор, который проходил в 754 году, и разобрали даже свидетельства святых отцов, которые использовались иконоборцами. И показали, что эти свидетельства на самом деле были вырваны из контекста и не имели некоторые даже своего реального места в книгах, что они были либо придуманы, либо неправильно переписаны. И в итоге ценность этих ссылок, этих отсылок к святым отцам, она была практически нулевая. Оказалось, что в традиции святоотеческой письменности не было никаких высказываний в пользу иконоборчества или запрета на святые образы. И в этом смысле Седьмой Вселенский собор представляет собой замечательное собрание и осуждения Иерийского собора, и представления, подборки такой настоящей, хороших, правильных цитат из святых отцов в поддержку, защиту святых икон и их почитания. Седьмой Вселенский собор завершился триумфом. Он завершил первый период иконоборческий, но, к сожалению, иконоборчество не умерло совсем. И после своего осуждения не исчезло из умов чиновников, из умов военных и некоторых епископов в том числе. К сожалению, императоры-иконопочитатели оказались людьми довольно слабыми. Ирина, в конце концов, погубила своего сына. Сын ее тоже относился к ней недолжным образом. В начале 10-х годов IX века к власти в империи приходит император-иконоборец Лев V Армянин. Он сменяет на престоле в том числе и известного патриарха Никифора, человека очень смелого, отважного, но которому не хватило такого правильного, может быть, правильной государственной хитрости в управлении. Он погиб во время похода. Лев V Армянин отстраняет от патриаршего управления патриарха Никифора, известного очень ученого мужа, и более того выступает и против еще одного известного защитника иконопочитания Феодора Студита, который в свое время рассчитывал стать патриархом, но не был избран на эту кафедру, и в итоге патриархом как раз стал Никифор. И вот эти два защитника иконопочитания объединяют свои усилия перед лицом второй волны иконоборчества, которую возглавляет как раз император Лев V Армянин. Он также проводит свой собор в храме Святой Софии в 815 году. И эти иконоборцы, конечно, заметно уступают первым иконоборцам. Уступают прежде всего в том, что и богословие их уже довольно ущербное, оно довольно узкое и не столь радикальное. И уже Лев V говорит о том, что иконоборчество – это борьба с почитанием икон, а не, собственно, с иконами. И он даже допускает наличие образов в храме, но требует от верующих, чтобы они не выказывали никакого почитания или служения иконам. То есть он на самом деле довольно близок вот в своих рассуждениях о том, что такое истинное христианство. И его иконоборчество, оно не такое уж и радикальное иконоборчество. Ему вот во всех его усилиях помогает известный патриарх Константинопольский по имени Иоанн Грамматик, тоже такой защитник иконоборческого богословия, который закончил свою жизнь также печально. Иконопочитатели, к сожалению, не смогли за это время, что прошло с Седьмого Вселенского собора, сформировать такой единый фронт, единую партию, которая бы отстаивала позиции, традиции Седьмого Вселенского собора. Это было связано с тем, что два лидера
иконопочитатели, патриарх Никифор Константинопольский и известный игумен Федор Студит, преподобный, они оказались по разные стороны в споре в вопросе о четвертом браке императора Константина VI. И так получилось, что Никифор поддержал это начинание, а Федор Студит был крайне против четвертого бракосочетания. И это их столкновение, оно было совершенно непримиримым, и они оказались по разные стороны баррикад, и не объединяли, не аккумулировали общих усилий для того, чтобы развивать, формировать богословие иконы. Что же касается императоров-иконоборцев, то так вот сложилась история. Они оказались людьми воинственными, сильными, можно сказать, даже суровыми и брутальными. И поэтому армия шла за ними. Она считала, что в этом есть некое благословение Божие, что в этом есть правильная позиция, которая не допускает никакого образа святынь, излишних святынь в церкви. И в этом смысле так вот исторически сложилось, что императоры-иконоборцы смогли вновь пробудить иконоборческую партию, силы, которые выступили против иконопочитателей. Гонения второй эпохи иконоборчества с 813 по 843 годы, непродолжительное время, буквально 30 лет, эти гонения были не столь жестокими. Были, конечно, исповедники, были те, кто пострадал от этих гонений. Но в целом мы должны отметить, что иконоборчество потихоньку, постепенно себя изживало. Изживало, потому что не было никакого правильного, единого основания богословского этим действием, это прежде всего. А во-вторых, в широких массах иконоборчество не находило поддержки, потому что люди шли к иконам. Люди хотели видеть в образах святых помощь, чудеса, избавления, исцеления, чудеса преодоления каких-то тяжких испытаний в своей жизни. Иконы, может быть, и не являются в полном смысле заменой, собственно, святых или заменой самого Господа. Естественно, они не призваны это делать, но для людей, особенно начинающих или еще слабых, или еще не очень хорошо образованных, иконы – это и есть та ступень, тот шаг к Богу, через который они проходят с правильным воспитанием в себе должного благоговения и служения Богу. Иконы – это неотделимая часть, помогающая верующему человеку укреплять свою веру. Это есть то видимое проявление жизни церкви, образ того царства, к которому мы стремимся, запечатленный красками на стенах, без которого просто очень тяжело ежедневно идти вот за этой важнейшей нашей целью спасения. Императоры-иконоборцы постепенно друг с другом ссорились, устраивали склоки, свергали, узурпировали власть. И в итоге они тоже изживали из себя этот образец воинственности, жесткой силы, которая сокрушает язычников, сокрушает соседние народы, отстаивает независимость. И история окончательной победы иконопочитания, она во многом похожа на то, что произошло некогда с Ириной и Константином. Так случилось, что один из последних императоров-иконоборцев по имени Феофил тоже имел жену, которая была тайной иконопочитательницей, у которой во дворце тоже была своя комнатка небольшая, такое местечко, где она осуществляла практику почитания икон, вожжения перед ними свечей, вожжения ладана. У нее тоже был малолетний сын, и они после смерти Феофила решили, что сейчас самое удобное время для того, чтобы, во-первых, воспринять власть должным образом, так, чтобы малолетний сын стал императором, его звали Михаил, а его мать стала при нем регентом, тоже соправительницей, ее звали Феодора.
И вот они вместе восстанавливают иконопочитание, приглашая вот к этому действию патриарха, которого звали Мефодий. Восстановление иконопочитания уже не сопровождалось обязательным Вселенским собором. Так получилось, что церковь восприняла, то есть осуществила рецепцию Вселенских соборов последним именно 787 года. Не иконоборческий собор 754, не иконоборческий собор 815 года в Святой Софии не оказались теми форумами, документы которых церковь восприняла, использовала в своей жизни. Они оказались практически забытыми. Вот, и поэтому не было необходимости в 843 году, когда уже на патриаршей кафедре находился Мефодий, реализовывать или собирать еще один Вселенский собор. Было достаточно того, что поместный Константинопольский собор издаст соответствующие документы, воззвания и запечатлеет на своих страницах правильное, нужное отношение к иконам. Что, собственно, и было осуществлено. Патриарх Мефодий у нас есть олицетворение победы, окончательной победы над иконопочитанием в 843 году. Именно он делает некоторые уступки императрице для того, чтобы сохранить хорошую, добрую память о погибшем ее муже Феофиле, который, в общем-то, был иконоборцем, но супруга не хотела, чтобы он таким запечатлелся в памяти народа. И в конце концов, даже не сам собор стал настоящим таким триумфом иконопочитателей, а то соборное шествие с иконами, свечами и пением псалмов, которые осуществили жители Константинополя сразу по окончании форума епископов. Все вместе, с участием императрицы, малолетнего императора, они совершили такой настоящий крестный ход с иконами. И это событие запечатлевает окончательную победу иконопочитания в 843 году в Константинополе, столице. И до сих пор мы с вами ежегодно празднуем это событие. Причем мы, конечно, не ходим крестным ходом с иконами. В первое воскресенье Великого Поста мы совершаем чин, который называется чин торжества православия. Он есть воспроизведение, напоминание того, что совершил потом Мефодий. Когда завершился собор, когда завершилось шествие, все пришли в храм в Константинополе. Вот именно здесь патриарх Мефодий провозгласил многое благое лето, вечную память защитникам иконопочитания и провозгласил анафему и проклятие тем, кто против иконопочитания выступал. И по сей день мы совершаем такой чин, как он называется, торжество православия, в первое воскресенье Великого Поста. И также прочитываем, перечитываем всех тех защитников, кого мы прославляем, и предаем анафеме тех, кто выступал против церковного учения, церковных практик. Этот документ, который и до ныне существует, называется «Синодик в неделю православия» или «Синодик торжества православия». Это наименование он получил от греческого слова «синодикон», то есть «соборное постановление». Что сделал Мефодий? Он, по сути, озвучил решение поместного собора, тем самым, по сути, разделил бытие церкви на «до» и «после». Потому что проклятию были преданы вообще все еретики в целом, а прославлены в лике святых и прославленные в качестве учителей церкви те, кто этого заслужил. И в дальнейшей истории церкви этот синодик не раз обновлялся, в него добавлялись новые еретики и добавлялись новые отцы, защитники православной веры. Вот таким образом и завершается у нас с вами второй период иконоборчества и вся эпоха иконоборчества, и в то же время именно деяниями собора 843 года в Константинополе завершается эпоха Вселенских соборов. Мы прошли по всем этапам этого очень важного, судьбоносного
в жизни церкви периода. Мы рассмотрели с вами в отдельности каждую ересь, рассмотрели события Вселенских соборов, которые проходили в это время. И теперь, завершая эту эпоху, мы, конечно, радуемся, что, несмотря на очень серьезные искушения и тревоги и опасности для церкви, наше православное вероучение сохранилось в чистоте, сохранилось в том виде, какой богоугоден, в том виде, который нам передает Церковь и Святое Предание. На этом наша лекция, посвященная второму периоду иконоборчества, завершается. Внимание! Вопрос.